Я Дмитрий Фузи-Петров, мне 24 года. Живу я в городе Волгоград. До Нави был в Винстрайках, работал программистом. Ну, на данном этапе для меня это было неожиданно, потому что я думал, что если будут какие-то приложения, то они будут позже. А на данном этапе, да, это было действительно неожиданно для меня. Это было прямо вскоре после турнира, то есть прошло не так много времени, и не было понятно, кто будет менять составы, кто нет. Я воспринял это приглашение очень с радостью, конечно же, потому что именно в такой команде я хотел всегда быть. Я вообще программист, но да, до прихода в Нави я работал почти full-time JavaScript-разработчиком, фронт-энд, бэк-энд. Я к этому давно уже шел, и это занятие было, как скажем так, перебивка, чтобы наладить свое финансовое положение. Я иногда даю советы какие-то к людям, которые ко мне обращаются со старой работы. Кроме шутеров, мне вроде, как кажется, не выступал, просто выступал в таком, как Overwatch. Это такой помесь моба-шутера, конечно, это было в то время. Но в основном, да, только специализировался на шутерах. Team Fortress, Overwatch, PUBG и Apex. Безусловно, было бы хорошо, если бы Valve развивала именно вот эту тематику, потому что у нее хорошо это получается, делать такие игры. Возможно, у нас был бы Overwatch 3 или что-то в этом роде. В Overwatch, когда мы выступали командой, мы, по сути, делали all-in на это все. То есть было мало турниров, контракты, которые нам предлагали организации, были очень маленькие. То есть там за $200-300 предлагали выступать, потому что сцена была такая свеженькая. Но в тот момент у моей семьи сложилась такая ситуация, что родители заболели, и мне нужно было как-то их содержать, поэтому я не видел никакого больше выхода, кроме как пойти просто работать. Думаю, что в некотором роде такой там expansion, который нужно продавать, наверное, нужен, потому что игра распространяется, по сути, buy-to-play, без какой-то подписочной системы. PUBG я пробовал, я залетал, но у меня там постоянно не складывалось или не было, скажем так, настоящего желания этим заниматься. Мне казалось, что это не та игра, в которую я привык играть. То, что мне привлекла динамика, большая вариативность вертикального геймплея. Я вот люблю, когда тебя бьют со всех сторон. Игра привлекла меня на раннем этапе. Я даже помню, когда услышал, там какой-то Apex вышел, такой, турнир завтра, ладно, я поиграю немного. И просидел и поиграл вплоть до турнира Apex, зашел на турнир в PUBG, всех развалил, как будто не выходя из игры, на этой эйфории. Поэтому, да, игра меня реально зацепила. Развивается она, конечно, медленно, то есть всегда как хочется, чтобы это все было более быстро. Хочется больше контента, хочется больше возможностей, хочется больше стабильности. Но в целом курс развития, он более-менее адекватен, и видно, что разработчики пытаются найти вот именно тот путь, по которому нужно идти именно им. Третий сезон. В нем есть и плюсы, и минусы. Самый главный плюс — новая карта, хоть что-то новое. А самый большой минус — слишком много опенфилдов. Надоело умирать в поле. Его бафали, делали ультимейт, чтобы он все же сносил армором, даже которые лежат на земле, проценты, но это не сильно изменило ситуацию, потому что Крипто все равно остался таким персонажем, который просто стоит и летает пчелкой. Минус один игрок в команде, когда есть Крипто. Последние недели
даже, можно сказать, месяц сильно меняются, в принципе, ганметы. То бафается скаут, то там дебафается что-то еще, то бафается пискипер, потом он немножко дебафается. Ну, то есть видно, что пока что разработчики на таком этапе, что не могут что-то попробовать. Возможно, посмотреть на фидбэк, хейт в их сторону после какого-либо изменения и попытаться наладить эту ситуацию. Но в целом сейчас, ну, меня пока что устраивает мета. То есть Peacekeeper стал такой именно более-менее вроде бы ОП, но и уже не такой прям нереальной пушкой. Наверное, стоит идти по пути Fortnite, больше контента для детей. Ну, что сейчас и делается, в принципе, новогодний ивент, если посмотреть. Но я бы хотел увидеть кастом-лобби. Мы пал на этого героя, потому что была такая мета через Pathfinder. Ну и как бы, как любой профессиональный игрок, я хочу отточить мастеровладением чем-либо до совершенства. Поэтому я и владел крюком Pathfinder как реально виртуоз. Но сейчас мета поменялась, я теперь профессиональный Гибралтар. Я смотрю своих тиммейтов. Прости, Никит, это Мираж. Он только бамбузлит, и все. Развлекательные ивенты — это, в принципе, очень классная штука, потому что в игре нет, грубо говоря, какого-то быстрого экшена. Тебе нужно сюда залутаться, потом пофайтиться, потом найти опять пофайтиться. А когда какой-то ивент — это, ну, конструированное событие, всегда куча всего. Поэтому я там, например, очень сильно любил соло, потому что в соло очень много людей, каждый с кем-то файтится, легко подойти к кому-то, с кем-то подраться. Сейчас добавили новый ивент, по сути, сопровождение каравана. Тоже прикольно. То, что меняется, ну, по сути, это иногда дает какой-то баф, если ты на фоне чего-то и сливаешься просто с фоном, то да. Но в текущей карте, например, контрастность биомов, оно, ну, прям реально отличается. Где-то у тебя снег, где-то у тебя пустыня, где-то у тебя болото, где-то у тебя лес какой-то. Поэтому везде все разное, и ты не можешь подобрать такой скин, который подходил бы под все. Поэтому, в принципе, это не так уж имеет значение. Единственное, на некоторых скинах некоторые персонажи кажутся толще либо тоньше. И вот это уже другой вопрос. Вроде бы и попадать проще, но с другой стороны ты и нет. Ну, читаю книжки, хожу в зал, слушаю музыку. Последний соло-синглплеер игры, которые я пробовал, я все их бросил либо в начале, либо в середине. Не могу досидеть до конца. Была приставка, и я ее подарил. Советую слушать только мотивационное и читать только мотивационное, чтобы заряжаться на дела. Каждый человек мотивирует разные вещи. Меня, например, мотивирует иногда вот книги, как Мартинина, где человек превозмогает что-то, то есть меняет свое мировоззрение, меняется сам. И я стараюсь тоже меняться, подходить под команду, под моих тиммейтов. Стараюсь менять свой разум, свои мысли. Как и все, наверное, подсел на Билли Айлиш. Ну и, конечно, не забывая про А$АП Роки. Я побывал в Черногории. Было довольно-таки интересно там. Куча достопримечательностей и гор. Было прикольно по ним позабираться и поумирать в процессе подъема. Был также на Красной Поляне. Был, правда, только в летнее время, поэтому я только мог максимум ходить, смотреть всякие ручейки. Ждите турниров. Не обещаю, что они будут скоро, но мы постараемся показать максимум. Team Fortress 2. В душе оружие.
Кирюха. Лазанья. Буткемп Нави. За нами.